Вопрос о том, что находится внутри планет, на первый взгляд кажется простым. Возникает ощущение, будто достаточно представить разрез небесного тела и перечислить слои, из которых оно состоит. Однако в научном смысле этот вопрос относится к числу тех, на которые невозможно ответить прямым наблюдением. Внутреннее строение планет изучается не через визуальный доступ, а через совокупность косвенных данных, теоретических моделей и согласованных интерпретаций. Именно поэтому разговор о внутренностях планет требует особой аккуратности и спокойного темпа. Наука не располагает возможностью заглянуть внутрь планеты напрямую. Даже в случае Земли, наиболее доступного для исследования тела, глубинные области остаются недосягаемыми для прямого контакта. Самые глубокие скважины проникают лишь в верхнюю часть коры и не дают информации о более глубоких слоях. Все, что известно о мантии, ядре и переходных зонах, восстанавливается на основе измерений, которые фиксируют внешние проявления внутренних процессов. Важно подчеркнуть, что внутреннее строение планеты в научном понимании – это не перечень веществ, сложенных в определенном порядке. Это динамическая система, в которой давление, температура, состав и физические свойства взаимосвязаны. Планета рассматривается как целостное тело, находящееся в состоянии медленного, но непрерывного изменения. Даже те слои, которые принято называть стабильными, на самом деле эволюционируют в течение длительных промежутков времени. Основой для изучения внутреннего строения планет служат законы физики, которые действуют независимо от масштаба. Поведение вещества при высоком давлении, распространение механических колебаний, теплопередача и гравитационные взаимодействия – все это подчиняется общим принципам. Наука исходит из предположения, что эти принципы применимы и к недоступным областям планет, если иное не противоречит наблюдениям. Это предположение не является догмой, но оно подтверждается согласованностью результатов. Следует отметить, что каждая планета представляет собой уникальный случай. Нельзя говорить о единой схеме внутреннего строения, подходящей для всех тел. Масса, химический состав, история формирования и положение в планетной системе оказывают решающее влияние на то, как распределяется вещество внутри планеты. Поэтому научное описание всегда сочетает общие закономерности с индивидуальными особенностями. Важно также подчеркнуть, что знания о внутреннем строении планет носят вероятностный характер. Модели строятся таким образом, чтобы они согласовывались с наблюдаемыми параметрами – массой, размером, плотностью, гравитационным полем и динамикой вращения. Если модель удовлетворяет этим условиям, она считается допустимой. Однако это не означает, что она является единственно возможной. В ряде случаев существует несколько альтернативных описаний, различающихся деталями, но одинаково согласующихся с данными. Наука четко различает то, что установлено с высокой степенью уверенности, и то, что остается предметом предположений. Например, можно достаточно надежно говорить о том, что внутри крупных каменистых планет существуют области с существенно различными физическими свойствами. Однако точный химический состав этих областей, их границы и состояние вещества могут описываться лишь в рамках моделей. Эти модели уточняются по мере появления новых данных, но никогда не выходят за рамки проверяемости. Следует отметить, что изучение внутреннего строения планет тесно связано с пониманием их внешних свойств. Поверхностная геология, магнитные поля, вулканическая активность и даже атмосферы зависят от процессов, происходящих в глубине. Таким образом, разговор о том, что находится внутри планет, не является абстрактным. Он напрямую связан с наблюдаемыми характеристиками, которые можно измерять и сопоставлять. Важно подчеркнуть, что в научном изложении избегается представление о планете как о слоеном объекте,
в бытовом смысле, хотя для удобства используются термины, обозначающие слои, реальная структура значительно сложнее. Границы между областями могут быть размытыми, а свойства вещества плавно меняться с глубиной. Такое понимание требует отказа от наглядных, но упрощающих образов. Таким образом, вопрос о том, что находится внутри планет, в научно-популярной лекции для спокойного прослушивания следует рассматривать как размышление о методах познания и пределах знания. Это не рассказ о скрытых полостях или экзотических веществах, а последовательное объяснение того, как наука реконструирует невидимую внутреннюю структуру на основе доступных наблюдений. Осознание этого подхода создает основу для дальнейшего рассмотрения того, какие типы планет существуют и каким образом их внутреннее строение может различаться. Рассматривая внутреннее строение планет, наука обычно начинает с каменистых тел, поскольку именно они наиболее доступны для анализа и служат основой для обобщений. Каменистые планеты представляют собой объекты, в которых преобладают плотные вещества, способные образовывать твердые или вязкие структуры при относительно высоких давлениях. Однако даже в этом, на первый взгляд понятном классе, внутреннее устройство оказывается значительно сложнее, чем можно предположить из поверхностных наблюдений. Важно подчеркнуть, что внутреннее строение каменистой планеты не определяется только ее химическим составом. Решающую роль играют давление и температура, которые возрастают с глубиной. Эти параметры изменяют физические свойства вещества, иногда радикально, даже без изменения его химической формулы. В результате материалы, которые на поверхности ведут себя как твердые тела, в глубинных областях могут приобретать иные механические характеристики. Научное описание каменистой планеты обычно включает несколько обобщенных областей, различающихся по плотности и поведению вещества. Эти области не следует воспринимать как четко разделенные слои. Они представляют собой зоны, в которых доминируют определенные физические условия. Границы между ними условны и используются прежде всего для удобства анализа и сравнения различных моделей. Следует отметить, что наиболее внешняя область каменистой планеты – это та часть, которая непосредственно доступна наблюдению. Однако даже здесь внутренние процессы оказывают заметное влияние. Поверхностные формы, распределение пород и наличие тектонических признаков зависят от того, как энергия передается из глубинных областей. Поэтому поверхность не может рассматриваться изолированно от внутренней структуры. Глубже располагается область, в которой вещество находится в состоянии, отличном от привычного твердого тела. Несмотря на кажущуюся неподвижность, материал этой зоны способен к очень медленным перемещениям. Эти перемещения происходят на масштабах времени, которые несопоставимы с человеческой историей, но именно они определяют долгосрочную эволюцию планеты. Наука описывает такие процессы через модели вязкого течения, избегая образных аналогий. Важно подчеркнуть, что наличие или отсутствие таких движений напрямую связано с температурным режимом планеты. Более массивные каменистые тела способны дольше сохранять внутреннее тепло, что влияет на характер их внутренней динамики. Менее массивные планеты быстрее теряют энергию и переходят в более стабильное, но менее активное состояние. Это различие объясняет, почему планеты с внешне схожими размерами могут демонстрировать разные признаки активности. Следует отметить, что в глубинных областях каменистых планет возможны фазовые переходы вещества. Эти переходы не обязательно связаны с плавлением. Они могут происходить между различными твердыми состояниями, отличающимися плотностью и упорядоченностью структуры. Такие изменения оказывают влияние на распространение механических колебаний и позволяют делать выводы о внутреннем строении на основе косвенных измерений.
Важно также подчеркнуть, что в самых глубоких областях каменистых планет вещество может обладать высокой плотностью и особыми физическими свойствами. Эти области играют ключевую роль в формировании гравитационного поля и в распределении массы внутри планеты. Наука не утверждает, что состав этих зон полностью известен. Она предлагает модели, которые согласуются с наблюдаемыми параметрами и с лабораторными данными о поведении веществ при высоких давлениях. Следует отметить, что сравнение каменистых планет между собой является важным инструментом исследования. Анализ различий и сходств позволяет уточнять общие закономерности и выявлять индивидуальные особенности. Однако такие сравнения всегда сопровождаются оговорками, поскольку каждая планета имеет собственную историю формирования и эволюции, которая оставляет отпечаток на ее внутреннем устройстве. Таким образом, внутренние области каменистых планет представляют собой сложную систему, в которой физические условия и свойства вещества тесно переплетены. Научное описание этих областей опирается на косвенные данные и теоретические модели, которые постоянно уточняются. Понимание внутреннего строения каменистых планет создает основу для дальнейшего разговора о том, как внутренние процессы различаются у тел других типов и какие особенности появляются в условиях иного состава и масштаба. При переходе к рассмотрению самых глубоких областей планет необходимо особенно тщательно отделять то, что наука знает достаточно уверенно, от того, что реконструируется на основе моделей и допущений. Ядро планеты в научном понимании не является скрытым объектом, который можно описать напрямую. Оно представляет собой область, существование и свойства которой выводятся из совокупности косвенных признаков, связанных с распределением массы, динамикой вращения и поведением планеты как целого. Важно подчеркнуть, что термин «ядро» используется как обобщающее обозначение внутренней области с повышенной плотностью. Он не указывает автоматически на конкретный химический состав или агрегатное состояние. В разных типах планет ядро может иметь существенно отличающиеся свойства. Даже среди каменистых тел нельзя говорить о едином сценарии формирования и эволюции глубинных областей. Научное описание всегда остается привязанным к контексту конкретной планеты. Основным источником информации о ядрах планет служат их гравитационные характеристики. Масса планеты и ее распределение влияют на орбитальное движение спутников, на форму самой планеты и на особенности ее вращения. Эти параметры можно измерять с высокой точностью. Сопоставляя их с теоретическими моделями, наука делает выводы о том, насколько концентрирована масса в центральных областях и как она распределена по радиусу. Следует отметить, что важную роль в изучении ядер играет анализ механических колебаний, распространяющихся внутри планеты. Хотя прямые измерения доступны лишь в редких случаях, сама методология позволяет восстанавливать внутреннюю структуру по тому, как такие колебания меняют свою скорость и направление. Это требует сложных вычислений и осторожной интерпретации, но дает уникальную возможность заглянуть в недоступные области без физического проникновения. Важно подчеркнуть, что условия в ядрах планет радикально отличаются от тех, которые можно воспроизвести на поверхности. Давление и температура достигают значений, при которых привычные представления о твердом и жидком состоянии вещества теряют четкость. Материалы могут находиться в состояниях, которые не встречаются в повседневном опыте. Наука опирается на лабораторные эксперименты и теоретические расчеты, чтобы понять, как ведет себя вещество в таких условиях. Однако эти данные всегда требуют экстраполяции. Следует отметить, что вопрос о составе ядер остается открытым в деталях. Существуют модели, предполагающие преобладание определенных элементов или их сочетаний, однако ни одна из них не может быть подтверждена напрямую.
Выбор между моделями осуществляется на основе их согласованности с наблюдаемыми параметрами планеты в целом. Если модель успешно объясняет несколько независимых характеристик, она считается более вероятной, но не окончательной. Важно также подчеркнуть, что ядро планеты не является полностью изолированной областью. Оно взаимодействует с окружающими слоями через теплопередачу и механические процессы. Это взаимодействие влияет на долгосрочную эволюцию планеты, определяя скорость охлаждения и характер внутренней динамики. Даже если ядро находится в относительно стабильном состоянии, его влияние распространяется на всю структуру планеты. Следует отметить, что в некоторых случаях ядро может играть ключевую роль в формировании глобальных свойств планеты. Например, наличие или отсутствие определенных процессов в глубинных областях связано с существованием магнитных полей. Эти поля, в свою очередь, оказывают влияние на взаимодействие планеты с окружающей средой. Однако важно подчеркнуть, что такие связи устанавливаются на основе моделей и наблюдений, а не прямого доступа к внутренним областям. Важно подчеркнуть, что наука избегает представления ядра как неподвижного или окончательно сформировавшегося объекта. Даже в самых глубоких областях продолжаются медленные изменения. Эти изменения могут быть незначительными на коротких временных интервалах, но на масштабах планетной истории они оказывают существенное влияние. Внутренняя структура планеты является результатом длительной эволюции, а не застывшей конфигурации. Следует отметить, что сравнение ядер различных планет позволяет выявлять общие тенденции и существенные различия. Однако такие сравнения всегда сопровождаются оговорками. Различия в массе, размере и истории формирования приводят к тому, что даже сходные по типу планеты могут иметь глубинные области с разными свойствами. Это разнообразие подчеркивает ограниченность универсальных схем и необходимость индивидуального подхода. Таким образом, ядра планет в научном описании представляют собой центральные области с особыми физическими условиями, существование и свойства которых восстанавливаются косвенно. Они не являются загадочными объектами в мистическом смысле, но и недоступны прямому наблюдению. Их изучение требует сочетания измерений, теоретических моделей и осторожной интерпретации. Понимание природы ядер создает основу для дальнейшего разговора о том, как внутреннее строение меняется у планет иного типа и какие особенности появляются в условиях другого состава и масштабов. Переходя к рассмотрению газовых гигантов, важно сразу отметить, что внутреннее устройство этих планет подчиняется иной логике по сравнению с каменистыми телами. Здесь привычные категории твердого, жидкого и газообразного состояния оказываются недостаточными для точного описания. Газовые гиганты представляют собой объекты, в которых свойства вещества непрерывно меняются с глубиной, а четкие границы между слоями отсутствуют или имеют условный характер. Важно подчеркнуть, что газовый гигант не является планетой с твердой поверхностью, скрытой под толстым слоем атмосферы. В научном понимании у таких планет нет поверхности в привычном смысле. Давление и плотность возрастают постепенно, и вещество переходит из одного состояния в другое без резких переходов. Это означает, что любое разделение внутреннего строения на слои используется исключительно как аналитический инструмент. Основную часть объема газового гиганта составляет вещество, находящееся в состоянии, которое на поверхности выглядело бы как газ. Однако по мере увеличения давления и температуры это вещество приобретает свойства, все более отличающиеся от газообразных. Молекулы оказываются настолько плотно упакованными, что их движение ограничивается, а взаимодействия между ними усиливаются. В результате вещество начинает вести себя как плотная, сильно сжатая среда.
Следует отметить, что в глубинных областях газовых гигантов свойства вещества определяются не столько его химическим составом, сколько физическими условиями. Давление достигает таких значений, при которых электронные оболочки атомов изменяют свое поведение. Это приводит к возникновению состояний вещества, которые не встречаются на поверхности планет или в лабораторных условиях, за исключением кратковременных экспериментов. Важно также подчеркнуть, что газовые гиганты обладают значительным внутренним теплом. Это тепло не является остатком одного процесса. Оно складывается из нескольких источников, включая энергию, сохранившуюся со времени формирования планеты, и энергию, высвобождаемую в ходе медленных внутренних перестроек. Внутренний тепловой поток оказывает заметное влияние на динамику всей планеты, включая ее атмосферные явления. Следует отметить, что в глубине газовых гигантов могут существовать области с повышенной концентрацией тяжелых элементов. Эти области не обязательно формируют компактное ядро с четкими границами. В ряде моделей предполагается постепенный переход от богатых тяжелыми элементами областей к более легким. Такое распределение отражает сложную историю формирования и эволюции планеты и подчеркивает условность термина «ядро» применительно к газовым гигантам. Важно подчеркнуть, что изучение внутреннего строения газовых гигантов опирается главным образом на их гравитационные и динамические характеристики. Форма планеты, особенности вращения и распределения массы дают ключевую информацию о том, как вещество расположено внутри. Эти данные сопоставляются с моделями, которые учитывают физику вещества при экстремальных давлениях и температурах. Следует отметить, что внутренние процессы газовых гигантов остаются одной из наиболее сложных областей планетологии. Многие свойства вещества в таких условиях известны лишь приближенно. Это означает, что разные модели могут одинаково хорошо объяснять наблюдаемые параметры, но предлагать различные детали внутреннего строения. Наука осознанно сохраняет несколько допустимых сценариев, не отдавая предпочтения ни одному из них без достаточных оснований. Важно также подчеркнуть, что газовые гиганты демонстрируют тесную связь между внутренним строением и внешними проявлениями. Атмосферные движения, магнитные поля и тепловое излучение зависят от процессов, происходящих глубоко внутри планеты. Таким образом, даже при отсутствии прямого доступа к внутренним областям, их влияние остается наблюдаемым и поддается анализу. Следует отметить, что газовые гиганты не являются однородным классом. Различия в массе, составе и истории формирования приводят к существенным отличиям во внутреннем строении. Это разнообразие подчеркивает, что любые обобщения должны использоваться с осторожностью и всегда сопровождаться указанием на пределы их применимости. Таким образом, внутреннее строение газовых гигантов представляет собой непрерывно изменяющуюся систему, в которой физические условия играют решающую роль. Отсутствие четких границ, экстремальные состояния вещества и сложные внутренние процессы делают эти планеты особенно интересными для исследования. Понимание их внутренней логики подготавливает переход к рассмотрению планет других типов, где сочетание массы и состава приводит к еще более разнообразным внутренним структурам. Планеты, которые принято называть ледяными гигантами, занимают промежуточное положение между каменистыми телами и газовыми гигантами. Их внутреннее строение не укладывается полностью ни в одну из этих категорий. Для спокойного и точного понимания важно сразу отказаться от буквального значения слова «лед». В научном контексте оно не обозначает холодное твердое вещество в привычном смысле. Речь идет о соединениях, которые при поверхностных условиях могли бы находиться в твердом состоянии, но внутри планеты ведут себя иначе из-за высоких давлений и температур. Важно подчеркнуть, что ледяные гиганты не имеют четко выраженной твердой поверхности.
Их внутренняя структура представляет собой последовательный переход от относительно разреженных внешних областей к более плотным и сжатым внутренним зонам. Эти переходы не сопровождаются резкими границами. Свойства вещества меняются постепенно, и любое деление на слои носит условный характер, предназначенный для удобства описания. Основная особенность внутреннего строения ледяных гигантов заключается в значительной доле веществ, которые в других условиях считались бы летучими. В глубине планеты такие соединения находятся в состояниях, которые нельзя однозначно отнести ни к жидкому, ни к твердому. Их молекулярная структура сохраняется, но физическое поведение определяется давлением, а не температурой в привычном смысле. Это создает особый режим внутренней динамики. Следует отметить, что давление в средних и глубоких областях ледяных гигантов достигает значений, при которых изменяются электронные свойства вещества. Это приводит к появлению необычных фаз, которые неустойчивы или недостижимы в лабораторных условиях при обычных масштабах эксперимента. Наука опирается на кратковременные высокоэнергетические эксперименты и вычислительные модели, чтобы оценить поведение вещества в таких режимах, однако эти оценки всегда сопровождаются неопределенностью. Важно подчеркнуть, что внутреннее строение ледяных гигантов отличается выраженной стратификацией по составу. Более тяжелые компоненты, как правило, сосредоточены глубже, а более легкие – ближе к внешним областям. Однако это распределение не является статичным. Медленные перемещения вещества продолжаются на протяжении всей истории планеты, изменяя детали внутренней структуры без резких перестроек. Следует отметить, что вопрос о существовании четко оформленного ядра у ледяных гигантов остается открытым. Некоторые модели предполагают наличие компактной центральной области с повышенной концентрацией тяжелых элементов. Другие описывают более размытое распределение, при котором центральная часть лишь постепенно отличается по составу от окружающих слоев. Оба подхода согласуются с доступными наблюдательными данными, что подчеркивает ограниченность прямых выводов. Важно также подчеркнуть, что внутренние процессы в ледяных гигантах оказывают заметное влияние на их глобальные свойства. В частности, особенности распределения вещества связаны с необычной конфигурацией магнитных полей, которые отличаются от полей каменистых планет и газовых гигантов. Эти магнитные поля не обязательно симметричны и могут изменяться со временем, отражая сложную внутреннюю динамику. Следует отметить, что тепловой режим ледяных гигантов также отличается от других типов планет. Они сохраняют внутреннее тепло, однако характер его переноса может существенно различаться. В некоторых моделях предполагается, что определенные внутренние области затрудняют перенос энергии, что приводит к неравномерному распределению тепла. Это влияет на скорость эволюции планеты и на наблюдаемые внешние проявления. Важно подчеркнуть, что изучение ледяных гигантов играет особую роль в современной планетологии. Подобные планеты широко распространены за пределами Солнечной системы. Понимание их внутреннего строения необходимо для корректной интерпретации наблюдений других планетных систем. Однако это понимание формируется постепенно и остается открытым для уточнений. Следует отметить, что ледяные гиганты подчеркивают разнообразие возможных внутренних структур планет. Они показывают, что природа не ограничивается крайними случаями. Между каменистыми и газовыми телами существует широкий спектр вариантов, каждый из которых требует отдельного рассмотрения и осторожного обобщения. Таким образом, ледяные гиганты представляют собой планеты с внутренним строением, отличающимся сложностью и промежуточным характером. Их глубинные области сочетают в себе высокие давления, необычные состояния вещества и медленную внутреннюю динамику.
Понимание этих особенностей создает основу для дальнейшего разговора о том, как внутреннее строение планет влияет на их эволюцию и какие процессы связывают глубины с тем, что наблюдается снаружи. Внутреннее строение планет невозможно рассматривать без учета теплового состояния их глубинных областей. Независимо от типа планеты, внутри нее присутствует энергия, которая медленно перераспределяется и влияет на физические свойства вещества. Этот процесс не проявляется резко и не сопровождается быстрыми изменениями. Он развивается на временных масштабах, значительно превышающих человеческую историю, и потому требует спокойного и абстрактного описания. Важно подчеркнуть, что внутреннее тепло планеты имеет несколько источников. Часть энергии сохраняется со времени формирования планеты, отражая условия, при которых происходило ее образование. Эта энергия не исчезает мгновенно. Она постепенно высвобождается по мере остывания тела. Дополнительное тепло может возникать в результате внутренних перестроек вещества и других долгоживущих процессов. Наука не рассматривает эти источники изолированно. Они действуют совместно и формируют общий тепловой баланс. Следует отметить, что перенос внутреннего тепла не происходит одинаково во всех планетах. Он зависит от свойств вещества и от того, как именно оно реагирует на изменения температуры и давления. В одних случаях энергия передается преимущественно через медленные перемещения материала, в других – через постепенную передачу тепла от более горячих областей к более холодным без заметного движения вещества. Эти механизмы могут сосуществовать и сменять друг друга на разных глубинах. Важно подчеркнуть, что процессы переноса энергии не являются хаотичными. Они подчиняются физическим законам и описываются через параметры, которые можно связать с наблюдаемыми свойствами планеты. Например, скорость охлаждения влияет на долгосрочную эволюцию размеров, формы и внешней активности. Однако точные темпы этих процессов трудно установить, поскольку они зависят от параметров, которые нельзя измерить напрямую. Следует отметить, что внутреннее тепло играет ключевую роль в поддержании внутренней динамики планеты. Даже небольшие различия в температуре могут приводить к медленным, но устойчивым движениям вещества. Эти движения не следует представлять как потоки в привычном смысле. Они происходят настолько медленно, что на коротких временных интервалах вещество кажется неподвижным. Однако именно эти процессы определяют долгосрочное поведение внутренней структуры. Важно подчеркнуть, что наличие или отсутствие эффективного переноса тепла оказывает влияние на степень активности планеты. Планеты, которые быстрее теряют внутреннее тепло, переходят в более стабильное состояние. Их внутренние области становятся менее подвижными, а внешние проявления активности ослабевают. Более массивные или теплоизолированные планеты сохраняют внутреннюю энергию дольше, что отражается на их эволюции. Следует отметить, что в некоторых случаях внутренние области планеты могут быть разделены на зоны с различной эффективностью переноса энергии. Это приводит к тому, что тепло накапливается в определенных областях и высвобождается неравномерно. Такие различия могут сохраняться на протяжении значительных промежутков времени и влиять на распределение физических свойств внутри планеты. Важно также подчеркнуть, что наука располагает лишь косвенными способами оценки теплового состояния глубинных областей. Эти оценки основаны на сопоставлении моделей с наблюдаемыми характеристиками, такими как форма планеты, ее гравитационное поле и долгосрочные изменения внешних свойств. Различные модели могут приводить к схожим внешним проявлениям, что требует осторожности в интерпретации результатов.
Следует отметить, что изучение внутреннего тепла планет имеет значение не только для понимания их текущего состояния, но и для реконструкции их истории. Тепловая эволюция отражает условия формирования и последующего развития. Она связывает ранние этапы существования планеты с ее современными характеристиками, создавая непрерывную линию изменений. Важно подчеркнуть, что внутренние тепловые процессы не действуют изолированно. Они взаимодействуют с другими аспектами внутреннего строения, такими как состав и распределение вещества. Эти взаимодействия формируют сложную систему, в которой нельзя выделить один доминирующий фактор без упрощения. Наука стремится учитывать это переплетение процессов, даже если отдельные детали остаются неопределенными. Таким образом, внутреннее тепло и медленные процессы переноса энергии представляют собой фундаментальный аспект внутреннего строения планет. Они не проявляются напрямую, но определяют характер эволюции и внутренней динамики. Понимание этих процессов подготавливает переход к рассмотрению того, каким образом глубинные области связаны с глобальными свойствами планеты и какие следствия внутренние процессы имеют для ее взаимодействия с окружающим пространством. Внутреннее строение планет проявляет себя не только через тепловые и механические процессы, но и через формирование магнитных полей. Эти поля не возникают произвольно и не существуют, независимо от глубинных областей. Они являются следствием медленных движений вещества внутри планеты и отражают совокупность условий, существующих на значительных глубинах. Именно поэтому магнитные поля рассматриваются как один из немногих прямых индикаторов внутренней динамики. Важно подчеркнуть, что наличие магнитного поля не является обязательным свойством планеты. Оно возникает лишь при сочетании определенных условий. Внутри планеты должна существовать область, в которой вещество способно проводить электрические заряды и одновременно находиться в состоянии медленного движения. Эти движения не являются турбулентными в привычном смысле. Они упорядочены и подчиняются общим законам динамики и электромагнетизма. Следует отметить, что характер магнитного поля зависит не только от состава глубинных областей, но и от геометрии этих областей. Форма, размеры и расположение зон, где происходит движение проводящего вещества, определяют структуру поля. В одних случаях поле оказывается относительно устойчивым и симметричным, в других – сложным и изменчивым. Эти различия отражают особенности внутреннего строения и историю эволюции планеты. Важно подчеркнуть, что магнитное поле не является неподвижным. Оно может изменяться со временем, иногда очень медленно, иногда более заметно. Эти изменения не обязательно свидетельствуют о резких внутренних перестройках. Они могут быть результатом постепенных изменений в тепловом режиме или в распределении вещества. Наука рассматривает такие изменения как естественную часть внутренней динамики, а не как признак нестабильности. Следует отметить, что магнитные поля оказывают влияние на внешние оболочки планет. Они взаимодействуют с окружающим пространством, направляя потоки заряженных частиц и формируя области, в которых условия отличаются от средних. Однако важно подчеркнуть, что магнитное поле не создается внешними факторами. Оно формируется внутри планеты и лишь проявляется вовне, позволяя косвенно судить о глубинных процессах. Важно также подчеркнуть, что отсутствие магнитного поля не означает отсутствие внутренней активности. Внутренние процессы могут протекать и без формирования устойчивого поля, если условия не способствуют поддержанию соответствующих движений вещества. Поэтому магнитное поле является индикатором определенного типа внутренней динамики, но не универсальным показателем состояния глубинных областей. Следует отметить, что изучение магнитных полей планет опирается на прямые измерения в околопланетном пространстве и на анализ долгосрочных изменений.
Эти данные позволяют уточнять модели внутреннего строения, но не дают однозначных ответов. Различные внутренние конфигурации могут приводить к схожим наблюдаемым полям. Это требует осторожности и подчеркивает необходимость комплексного подхода. Важно подчеркнуть, что связь между глубинными областями и магнитным полем демонстрирует, насколько тесно внутреннее строение связано с внешними проявлениями. Планета не является оболочкой, скрывающей независимое внутреннее содержимое. Она представляет собой связанную систему, в которой изменения в одной области отражаются в другой, пусть и с большой временной задержкой. Следует отметить, что магнитные поля планет также предоставляют возможность сравнивать различные типы тел. Различия в структуре полей позволяют выявлять общие закономерности и существенные отличия в глубинных процессах. Эти сравнения особенно важны при изучении планет за пределами Солнечной системы, где прямые данные о внутреннем строении крайне ограничены. Таким образом, магнитные поля служат одним из ключевых связующих звеньев между внутренним строением планет и их внешними характеристиками. Они не раскрывают всех деталей глубинных областей, но предоставляют редкую возможность наблюдать проявления внутренних процессов напрямую. Понимание этой связи подготавливает переход к рассмотрению того, какие методы использует наука для реконструкции внутреннего строения планет и какие ограничения сопровождают такие реконструкции. Разговор о том, что находится внутри планет, неизбежно приводит к вопросу о методах, с помощью которых наука получает такие знания. Эти методы не предполагают прямого доступа к глубинным областям. Они основаны на интерпретации измеряемых параметров и на сопоставлении этих параметров с теоретическими моделями. Важно подчеркнуть, что ни один из методов не дает исчерпывающей картины сам по себе. Только их сочетание позволяет приблизиться к согласованному описанию. Одним из ключевых источников информации является измерение массы и размеров планеты. Эти величины определяют ее среднюю плотность, которая уже сама по себе накладывает серьезные ограничения на возможный состав и распределение вещества. Однако средняя плотность не указывает, как именно вещество распределено внутри. Разные внутренние конфигурации могут приводить к одинаковым внешним параметрам, поэтому этот метод задает рамки, но не раскрывает деталей. Следует отметить, что важную роль играет анализ гравитационного поля. Небольшие отклонения формы планеты от идеальной сферы, особенности ее вращения и реакция на внешние воздействия позволяют судить о том, как масса распределена по радиусу. Эти измерения требуют высокой точности и сложной обработки данных. Их интерпретация всегда сопровождается моделированием, поскольку прямой переход от измерений к внутреннему строению невозможен. Важно подчеркнуть, что методы, основанные на распространении механических колебаний, дают наиболее детальную информацию там, где они применимы. Они позволяют различать области с разными физическими свойствами и выявлять переходные зоны. Однако такие методы доступны лишь в ограниченном числе случаев и требуют длительных наблюдений. Кроме того, они чувствительны к предположениям о свойствах вещества, которые не всегда могут быть проверены независимо. Следует отметить, что лабораторные эксперименты играют вспомогательную, но важную роль. Они позволяют изучать поведение материалов при высоких давлениях и температурах, приближенных к планетным условиям. Однако такие эксперименты всегда ограничены по времени и объему вещества. Результаты приходится экстраполировать на условия, которые значительно превосходят лабораторные. Это неизбежно вносит неопределенность. Важно также подчеркнуть роль численных моделей.
Современные вычислительные методы позволяют объединять различные источники данных в единую систему и проверять согласованность гипотез. Модели не создаются произвольно, они подчиняются строгим физическим законам и проверяются на воспроизведение наблюдаемых характеристик. Однако даже самые детальные модели остаются приближениями. Они отражают не реальность во всей полноте, а ее наиболее вероятное описание в рамках заданных условий. Следует отметить, что интерпретация данных всегда зависит от исходных предпосылок. Выбор тех или иных параметров может влиять на выводы о внутреннем строении. Наука стремится минимизировать эту зависимость, используя независимые методы и проверяя, приводят ли они к согласованным результатам. Если разные подходы указывают на сходную картину, уверенность в модели возрастает. Если нет, сохраняется несколько допустимых сценариев. Важно подчеркнуть, что ограничения методов не являются временной трудностью, которую можно полностью устранить. Они связаны с самой природой исследуемого объекта. Внутренние области планет принципиально недоступны для прямого наблюдения, поэтому любое знание о них будет оставаться косвенным. Осознание этого ограничения позволяет избегать чрезмерной уверенности и сохранять корректность интерпретаций. Следует отметить, что развитие методов постепенно сужает диапазон неопределенности. Новые измерения, более точные эксперименты и улучшенные модели позволяют уточнять детали и отбрасывать менее вероятные гипотезы. Однако этот процесс не имеет конечной точки. Всегда будет сохраняться уровень, на котором несколько описаний остаются допустимыми. Таким образом, реконструкция внутреннего строения планет представляет собой сложную задачу, решаемую через сочетание измерений, экспериментов и теоретических моделей. Эти методы позволяют выстроить согласованную картину, но не превращают ее в прямое знание. Понимание ограничений методов является неотъемлемой частью научного подхода и подготавливает переход к более общему рассмотрению того, как внутреннее строение связано с историей планеты и ее долгосрочной эволюцией. Внутреннее устройство планеты нельзя рассматривать как нечто заданное раз и навсегда. Оно является результатом длительной истории формирования и последующей эволюции. То, что находится внутри планеты сегодня, отражает условия, при которых она возникла, и те процессы, которые происходили в ее глубинных областях на протяжении очень больших промежутков времени. Поэтому разговор о внутреннем строении неизбежно связан с размышлением о происхождении планет. Важно подчеркнуть, что на ранних этапах существования планеты ее внутреннее состояние было значительно более динамичным, чем в настоящее время. Вещество находилось при более высоких температурах, а различия между глубинными областями могли быть менее выраженными. По мере охлаждения и перераспределения энергии структура постепенно усложнялась. Этот процесс не происходил одинаково во всех планетах и сильно зависел от их массы и состава. Следует отметить, что формирование планеты сопровождается разделением вещества по плотности. Более тяжелые компоненты имеют тенденцию смещаться к центральным областям, тогда как более легкие остаются ближе к внешним зонам. Этот процесс не является мгновенным. Он продолжается до тех пор, пока внутренние условия позволяют веществу перемещаться. В результате внутренняя структура отражает не только начальные условия, но и длительную историю перераспределения. Важно также подчеркнуть, что внутренняя эволюция может быть прерывистой. Периоды относительной стабильности могут сменяться фазами более активных перестроек, связанных с изменением теплового режима или с внешними воздействиями. Эти перестройки не обязательно проявляются на поверхности сразу. Их следы могут сохраняться в глубинных областях и становиться заметными лишь при детальном анализе. Следует отметить, что история формирования планеты оказывает влияние на степень ее внутренней неоднородности.
Планеты, которые формировались в условиях интенсивного притока вещества, могут иметь более сложную внутреннюю структуру. В других случаях формирование происходило более спокойно, что приводило к более плавному распределению свойств. Эти различия подчеркивают, что внутреннее строение является результатом конкретного пути эволюции, а не универсального сценария. Важно подчеркнуть, что внутреннее строение планеты может сохранять следы ранних этапов даже спустя очень длительное время. Некоторые особенности распределения вещества и тепла формируются в начале истории и затем лишь медленно изменяются. Это делает внутренние области своеобразным архивом, в котором зафиксированы условия прошлого. Однако чтение этого архива требует осторожности, поскольку интерпретация всегда опирается на модели. Следует отметить, что сравнение планет с разной историей формирования позволяет выявлять общие закономерности и существенные различия. Такие сравнения показывают, что внутреннее строение не определяется одним фактором. Оно формируется под влиянием множества условий, действующих одновременно. Наука стремится учитывать это многообразие, избегая упрощенных схем. Важно также подчеркнуть, что внутренняя эволюция планеты продолжается и после завершения основных этапов формирования. Даже в зрелом состоянии глубинные области остаются медленно меняющимися. Эти изменения могут быть настолько плавными, что на протяжении человеческой истории они практически незаметны. Однако на масштабах планетной истории они оказывают существенное влияние на текущее состояние. Следует отметить, что связь между внутренним строением и историей формирования подчеркивает ограниченность статического подхода. Нельзя описывать внутренности планеты, не учитывая времени. Любое состояние является моментом в длительной цепочке изменений. Это понимание позволяет более корректно интерпретировать наблюдаемые свойства и избегать представления о внутреннем строении как о неизменной схеме. Важно подчеркнуть, что наука не всегда может однозначно восстановить историю формирования по текущему внутреннему состоянию. Разные эволюционные пути могут приводить к сходным результатам. Это создает неопределенность, которая не устраняется полностью даже при наличии обширных данных. Наука признает эту неопределенность и учитывает ее при построении моделей. Таким образом, внутреннее строение планет является отражением их долгой и сложной истории. Оно формируется в процессе взаимодействия начальных условий, тепловой эволюции и внутренних перестроек. Понимание этой связи позволяет рассматривать глубинные области не как статичную структуру, а как результат непрерывного развития. Это осознание подготавливает переход к заключительному размышлению о границах знания и о том, каким образом наука удерживает баланс между уверенностью и неопределенностью при описании того, что находится внутри планет. Завершая это медленное и последовательное рассмотрение, важно ясно обозначить границу между тем, что наука может утверждать с высокой степенью уверенности, и тем, что остается в области предположений. Вопрос о том, что находится внутри планет, относится к числу тех, где эта граница особенно заметна. Внутренний мир планет недоступен прямому наблюдению, и потому любое описание неизбежно является реконструкцией, а не непосредственным знанием. Важно подчеркнуть, что наука не стремится скрыть эту ограниченность. Напротив, она делает ее частью своего метода. Модели внутреннего строения планет строятся так, чтобы согласовываться с измеряемыми параметрами и известными физическими законами. Если модель удовлетворяет этим условиям, она считается допустимой. Однако допустимость не означает окончательность. Она означает лишь, что в рамках текущих данных и понимания такая модель не противоречит наблюдаемой реальности.
Следует отметить, что внутреннее строение планеты не сводится к одной схеме, которую можно было бы однажды зафиксировать. Даже если бы существовала возможность заглянуть в глубины, наблюдаемая картина отражала бы лишь текущее состояние. Это состояние само является результатом длительной эволюции и продолжает меняться. Внутренние области планет живут в собственном временном ритме, значительно более медленном, чем тот, к которому привык человек. Важно также подчеркнуть, что неопределенность в описании глубинных областей не является пробелом, который необходимо заполнить любой ценой. Она указывает на фундаментальные особенности исследуемого объекта. Планеты — это сложные системы, где множество процессов переплетаются и влияют друг на друга. Попытка свести их внутреннее устройство к простой и наглядной картине неизбежно привела бы к искажению. Следует отметить, что научное знание о внутреннем строении планет развивается не за счет резких открытий, а через постепенное уточнение. Новые измерения, эксперименты и методы моделирования позволяют сужать диапазон возможных описаний. Однако даже при этом всегда сохраняется пространство для альтернативных интерпретаций. Это не признак слабости науки, а отражение ее аккуратного отношения к сложным объектам. Важно подчеркнуть, что понимание внутреннего строения планет не требует окончательных ответов для того, чтобы быть значимым. Даже неполная картина позволяет связывать глубинные процессы с наблюдаемыми свойствами и историей эволюции. Она дает возможность сравнивать планеты между собой, выявлять общие закономерности и понимать разнообразие форм, которые принимает планетная материя в разных условиях. Следует отметить, что спокойное принятие пределов знания освобождает научное описание от необходимости драматизации. Внутри планет не скрываются тайные механизмы или неожиданные сюжеты. Там происходят медленные и закономерные процессы, подчиняющиеся тем же физическим принципам, что и все остальное в природе. Их сложность не требует эмоционального напряжения, она требует терпеливого понимания. Важно также подчеркнуть, что разговор о внутреннем строении планет неизбежно остается открытым. Каждое новое поколение наблюдений и теорий может изменить детали описания, не разрушая его основы. Это делает знание гибким и устойчивым одновременно. Оно не застывает в форме окончательной истины, но и не распадается при появлении новых данных. Следует отметить, что в этом смысле внутренний мир планет остается областью спокойного исследования, а не окончательного раскрытия. Наука не стремится поставить точку в этом вопросе. Она стремится удерживать ясность различия между тем, что известно, и тем, что предполагается. Такое различие позволяет говорить о глубинных областях планет без иллюзий и без упрощений. Таким образом, ответ на вопрос о том, что находится внутри планет, в научно-популярной лекции для ночного прослушивания заключается не в перечне скрытых слоев, а в понимании